в этом ролике мы не будем загружать вас какими-то историческими событиями и датами. О Дербенте снято известно уже очень много, но не все. А покажем мы вам удивительную атмосферу этого древнего поселения, которую нам самим удалось увидеть и ощутить. Что тут там уже? Ну это болезнь. Ну что ж, начнем. Добрались мы до Дербента. Дербентская крепость. Сейчас будем ее осматривать. Еще дымки не было, да? Угу. Чуть-чуть дымка. Мы Кладбище такое большое вон. погоду смотрели, вроде солнце должно быть. Опасный участок. Взбираться на стены, на крепостные стены запрещено. Я не умею читать. Водохранилище. Угу. Лег. Кафешка. Вот трубы древние. Сначала есть мнение, что место создавалось как водохранилище, не как тюрьма. А после землетрясения, вот Петровские коря здесь как оказались? Но как случился шторм из-за землетрясения, 270 его кораблей, 32 затоплены. В 14 веке вот это помещение, и есть официальное доказательство, что Вот прямо сейчас идут раскопки. Какие-то старинные фундаменты еще крепости откапывают. А это водохранилище крестообразное. Тут что такое интересное? Водохранилище прямоугольное. Господи, каких только видов водохранилищ тут нету. О! Ну, действительно прямоугольная. Ханская баня. Как там хан мылся? О, вот и хан. Прикольная ханская баня. Ханский дворец. Остатки. Фасадной части дома прохода нет. В 1796 году при управлении Все уже знают, как звать. Музей археологии. Угу. А вот так выглядит Дербентская Мадонна.
нету, ничего такого, интересный музей. У нас был выбор ехать с экскурсией с местным гидом или исследовать город самим. Гид, конечно, много расскажет и покажет, но на наш взгляд гораздо интереснее узнавать все самим. Общаться со случайными людьми, а не с теми, кому вас привезут, и увидеть то, что гид никогда вам не покажет. Гуляем в старом городе, в Дербенте. Улочки запутанные, зашли в тупик. Вот понравилась нам какая-то улочка. Сейчас посмотрим. Это моча? Ну да, раньше тут, наверное, она и текла. А сейчас пересечет. Да, а сейчас вот мальчик на велосипеде. Ну, люди тут живут. Что? Коньяк? Нет, спасибо. Окошко сразу на дыбы. Это же такой театр. Запутанный городок. Почему развлечений нет? А стену потрогать? Вот, а на тот выступ южной стены пытаются даже залезть. Это там реально сделать. Ну, тут прикольно. Очень прикольно. Здесь где-то какое-то подземное водохранилище. Ну. А, вот подземное водохранилище. Вчера рассказывали, что в городе тоже было свое водохранилище. Это водохранилище номер 2. Значит, где-то еще водохранилище номер 1. Где-то там была вода. Так прикольно. Старый город, да, и до сих пор люди живут. И вот на своих машинах попробуй ты на эту улицу заедь. Ого, ничего себе, скалолаз. Вот это да. Так, Мии очень понравилось. Вот она, крепость. Северная стена, южная стена. А вот магалы пошли. Мы еще в 9 магале. Здравствуйте. Спасибо. Чаи, специи, сумочки. Баня. Сейчас пойдем туда. Там, наверное, парились. Это там комната для уединения.
красивый. Дагестанские коты. Слушай, сюда машина едет. Надо искать бомбоубежище. Ну да. Какой-то вот сюда. Прячемся. Все сюда. Короче, мы заблудились. Стопудняк. Я уже нифига не понимаю, где мы находимся. Главное, чтобы об этом никто не узнал. Где наша машина? Да? Как живут. И сувениры, и живут. Опять это собачка. Она не кусается. Она гавкает. Не кусается, но может гавкнуть. О, видите? Девочка, ну, наверное. Прогулки по древним магалам очень атмосферны и незабываемы. А на дорогах будьте осторожны. Зеленый свет оказывается не такой уж и зеленый. Вечером, благодаря нашим попутчикам, мы вернулись в город. Хоть в планах у нас этого и не было. И не зря. Яма Гаджиеви. Вот он, наверное, сидит. Да, надо на него посмотреть. Все на качелях катаются. Приятный парк. Как вам фонтаны? Скажите свою гав. Эй, привет. Все, парк мы покинули. Идем дальше. Да. Куда, дорогой? Ну, туда, в ту сторону пойдем. Эй, с кошкой перемешанная порода. Это пес. Я ожидала такое. Ну да. Днем до этого мостика дошли. Собака. Каждый день в 8 вечера в парке начинается шоу, которое собирает тысячи зрителей. И оно того стоит. Это
просто must-have при посещении Дербента. Ну что ж, покидаем этот гостеприимный город. Теперь наш путь лежит к Эльбрусу. Еще одно место, последнее наше местечко, посещенное в Дагестане. Потом поедем дальше. Это Барханы Сырыкум. Маленькие собачки, в принципе, неплохо. Нас везде впускают. Вообще сюда с собаками нельзя, но так как мы сказали, что это помесь кота и собаки, нас пустили. Единственное, сказали не выпускать ее с поводка. Да. Красные из красной звуки. Да, да, да. Видишь, норка? Ничонок бедный. Да. Мало того, что на 3 лапах, еще так по неудобной этой решетке. Вот эти ребята здесь живут, поэтому на песочек лучше не заходить. Вход, друзья, стоит сюда 250 рублей. Детям бесплатно. Ну все, практически поднялись. В принципе, ничего сложного абсолютно. Вот тут даже по песочку, может, походим. Ну вот, идем. Песок не горячий. Пока нормально, тут даже прохладненько. Здесь вот это специально сделан выход, чтобы можно было на вершине походить. Похоже, что до сюда змеи и скорпионы не добираются. Такой вот вид. Ну, вот тут остановись. Или сядь. Короче, мне бархан понравился. Она буквально качала. Да. О, вот, о. Ей это нравится. Тебе хорошо, София? Очень. Тут останемся? Да. У вас песок в глазах. Покажите ваши глазки. Покачалась в песке. Ай, собака. Как тебя в машину пускать теперь? А? Едем дальше. Пока еще не конец нашего путешествия. Что вы скажете? Свое оправдание. Сейчас как цапнет. Кусь. О. Все, ушел вниз.